Фух, ну наконец-то, друзья, я позавтракал. Мясо получилось обалденное. Вот. Ну и буду, наверное, уже ложиться отдыхать. Дорога сюда была тяжелая, покуда дошел. Сразу с разгону давай заниматься работой. Вот, поэтому я немножко приустал и буду ложиться отдыхать. Все, друзья, спокойной ночи и вам. До завтра. Доброе утро, друзья. Что-то сегодня пасмурно на улице. Хотя и прогноз, в принципе, был такой, что сегодня пасмурный, дождик должен срываться по прогнозу. Кстати, спалось сегодня очень хорошо. Ни жарко, ни холодно не было. Печка еле горела. Вчера я с вечера вам показывал, температура плиты была 150. Ну, потом немножко я жару поддал, она стала до 200 и потом опять опустилась. И проснулся утром. В общем, всю ночь я практически не подбрасывал дрова. Топка маленькая, я закрыл, и она горела потихонечку. Вот, и тепло было. Уже перед самым утром я встал, дрова подбросил, пару чурочек. Так, ну что, какие планы? Хочу сейчас сходить попробовать половить рыбку. Сделаю прикормки. И вчера я ходил туда дальше на берег. И вы видели, там хорошее место такое, что можно порыбачить прямо с берега, побросать. Попробовать, может, какую-то рыбку словлю. Я не брал сегодня ни спального мешка, ничего не брал. Так вот сегодня налегке приехал. Вернее, вчера налегке приехал, поэтому спал такой одетый. Пасмурно. И дождик небольшой, такой еле-еле слышно моросит. Так, ладно, надо набрать водички. Ох, тут уже встать нельзя, вода сразу. Вчера здесь не было воды. Да, воды за ночь сантиметров 10 добавилось. За одну только ночь. Так, сейчас. Ну, я собрался, будем говорить, оделся. И пасмурно смотрю, и дождик срывается. Не знаю, получится рыбалка, не получится. Ну, все равно сейчас пью чаек и попробую, пойду на то место побросать. Поэтому прикормку приготовил, собрался я. В общем, попробую. Так, чай, попить чайку. Кипяточку. Ночь прошла удачно. Очень хорошо. Мне понравилась печка, так как я сделал. Ну, это, конечно, благодаря вам.
не помню кому, кто это написал комментарий, что так и так можно уменьшить топку и обложить снутри печку, и будет не так жарко. Так что большое спасибо, друзья, за ваши комментарии, за вашу помощь. А сегодня мы завтракаем. Да, друзья, ну и не забывайте же, конечно, подписываться на мой канал. Я уже говорил вам это несколько раз. Это для вас ничего не стоит и никак на вас это не повлияет. А мне будет это приятно и будет увеличиваться аудитория. Так, ну, еще раз спасибо вам большое. Так, ну погнали. Угу. Яички домашние. Соседка у нас держит курочек. Скажу вам честно, держал я в свое время утей, было мне где-то около 40 штук. И после того, как я их все позабил, попродавал, что себе оставил, в общем, я себе сказал, все, больше я держать их не буду. Ну, во-первых, немножко я провтюхал, будем говорить так, и продержал их более 3 месяцев, и утки начали линять. Вот, и расти колодки. Я этого, друзья, не знал. И мне говорили, что если ты хочешь забивать их, то нужно до 3 месяцев их забить. Они были такие бройлерного типа, уточки. И я не придал этому большого значения и продержал их где-то, наверное, 3,5 месяца. И 2 утки решил забить. Забил, так я с ними замучился. Там у них были уже вот такие колодки. Что я с этими колодками только не делал. И смолил, и вот так пинцетом вырывал. И, боже мой, я замучился, жена замучилась. Кто-то скажет, что нужно было подождать тогда дольше, покуда не полиняет полностью утка. Да, друзья, я начал ждать. Так вот, после линьки этих уток, а их у меня было около 40 штук, вот, у меня весь двор был в пуху. Они этими крыльями машут, хотя они и были в загородке в отведенном месте. Весь двор был в пуху. И я себе сказал, это последний раз, когда я держу и курей, и этих утей. Это болото у них постоянно, этот пух, эти перья летают по всему двору, ветер поднимется, они чуть в рот не летят эти. Поэтому нет. Я сказал, что больше держать я не буду. Ну и, естественно, тут вот собаки и кошки. Покормить собак, кошек надо, вот приезжаю сюда в домик в лесной, нужно кого-то просить, чтобы покормил я перед уходом, здесь все-таки я ночую. Надо их еще и вечером покормить. Вот вчера их я просил, соседи ко мне приходили, кормили вечером и кошек, и собак. И сегодня будут утром кормить, а к вечеру я уже приеду домой и смогу уже покормить сам. А если было хозяйство, ну это вообще просто ты привязанный к своему дому. Никуда не уехать, никуда не поехать, нужно постоянно находиться дома. Поэтому я просто-напросто сказал себе, нет, я не буду. Так, что-то я заговорился, а на улице дождик. Не знаю я, получится рыбалка сегодня или нет. Так что, друзья, как-то так. В общем, для своего хозяйства я не готов отдавать свое личное время. Хотя с родителями, когда я жил, еще был молодой парень, там, я не знаю, еще в школе, когда учился, еще когда в техникум поступил, я с ними жил. Родители у меня всегда держали
курей, утей. Я не помню, держали раньше, да, но что-то они перестали их держать. Вот курей держали на мясо и держали на яйцо курей. И обязательно держали двоих поросят. Обязательно. Как это так, чтобы сала не было? И отец мне всегда говорил, сало в свиньи должно быть в 5 пальцев, в ладонь. И свиньи у нас были такие, я не знаю, как их, ну, сальная порода, конечно, была. Ну, минимум забивали мы по 200 килограмм свиней. Ну, это были годовалые свиньи, тоже не старые. До года мы держали. Покупали всегда мы в зиму свиней. Вот, был у нас утепленный сарайчик такой. Вот, хотя мы жили в государственной квартире. Но у нас были, как, если вы знаете, раньше строили шахтерские поселки, если там кто-то жил, кварталами такими, там буквой П или полностью так квадрат был. И в середине там был, не к столу сказано, но уже я покушал, общественный туалет. Раньше это было всегда. Вот. И кочегарка у нас называли это кочегарка, как сказать, котельная у нас их называли кочегарками. Почему кочегарка? Потому что дымила она как черт. Труба такая здоровая была. И топили там все котельные только углем. И от них такой смрад шел. Если ветер в эту сторону, то дышать нельзя было. Топили курным углем, от него очень много дыма. Поэтому снег вокруг всегда был черный. Как только выпадет, мы могли увидеть белый снег. На следующий день уже идешь, уже там лапти на нем лежат такие, будем говорить, попел такой черный. И там же в этом квартале и находились хозпостройки. И это все делало государство тогда. Вместе с квартирой. Ты получал квартиру и получал такую хозпостройку сразу. Так что как-то так. Так, я попил. Собираюсь. Ну вот мы и подходим. Тут как раз и тропа козья. Вот видите, на водичку бегают животные. Пробили. Аккуратнее, чтоб тут ноги не сломать. Я тут пока собираюсь, а уже дождик начинается. Такие капли неплохие капают. Успею я или нет хоть забросить. Вот это я сел. Надо усовершенствовать ее, а то можно поломать себе что-нибудь. Нет поклевочек. Уже дождь начался такой, я вам хочу сказать, неплохой. То такой с утречка моросил чуть-чуть, а сейчас уже капли такие большие. Я уже даже ты не знаю, что делать. Ни одной поклевки не было, ни одной. Просто не хочется намокнуть, а бы намокнуть. Если бы уже клевало, то ладно. А так, ну что, никак не хочет
Посижу еще полчасика. Если дождь не прекратится, то, наверное, буду собираться к домику. Посушиться, и там лучше чем-то я займусь. Ну что, тут вроде все нормально. Тут тоже. Уже стулка промокла. Уже на приседках сижу. Наверное, сейчас буду собираться. Нет поклевок. Тем более, сейчас посмотрю, наверное, что с погодой. Сейчас дождь в 10 часов. Дождь в 11 часов дождь. 12-13 солнышко выходит. Значит, наверное, сейчас я собираюсь. Пойду чем-то заниматься в домике. Может, что-то поделаю там. Вот. И, наверное, если погода восстановится, может быть, часов 12 приду, попробую еще побросать. Тут уже скользко, бляха, можно грохнуться. Оп. Так, все. Фух. Надо аккуратно тоже идти, чтобы не влететь сюда. Опа. Фух. Ни черта я не словил, даже ты поклевки не видел. Вот так. Вот так вот, видите, вот с этой стороны кирпичи, и вон с той стороны кирпичи, и топка. Видите, какая коротенькая стала. Вот. Поэтому и дрова теперь горят дольше намного. И печка не такая жаркая стала. Надо позавтракать. Вчера я заготовочку сделал. Положу сюда, пусть разогреется она. 5 минут. Запахло как. Небольшой кусочек вчера подгорел чуть-чуть. Отлично. Ну, друзья, и вам тоже приятного аппетита. Да, планировал я сегодня порыбачить хорошенько. А ну, смотри, погода не дает. В принципе, такое блюдо
Можно вот как я сейчас разогревал в печи, так можно и готовить его на углях в печи. Не обязательно на улице. Но в принципе вчера я почему-то готовил, потому что печь не была готова. Если бы я вчера растопил вот эту всю дуру с такими бревнами, тут бы просто, наверное, градусов 70-80 было в этом домике. И шкурка мягенькая, видите, как ножом я ее режу. Она распарилась там. Просто обалдеть. Вот раз. Все закончилось. Ну а сейчас я допиваю чай и, наверное, буду столик уберу туда. Эту всю кровать сверну, положу туда. В общем, посмотрю. Во-первых, я хочу, если честно сказать, опустить эту кровать. С одной стороны, это хорошо, что она так высоко, но с другой стороны, сантиметров бы хотя бы 5 ее опустить не мешало бы. Я посмотрю, сейчас то же самое достану. Если будет возможность, я срежу, пока у меня здесь есть пила, чуть-чуть опущу эту кровать ниже. Вот. И возможно тогда нужно будет, если я опущу ниже, здесь еще дошить. И здесь дошить везде по периметру. Потому что если кровать опустится ниже, тут практически будешь на уровне с бревнами. Так что сейчас будем пробовать. Оп. Вот раз. Тут еще канистра. Мрак шо. Короче, сейчас я возьму ведро, вот это вот весь мусор пособираю и повыбрасываю. Когда-то надо здесь хоть чуть-чуть порядка навести. Тем более, что если пол ложить какой-то, то все равно отсюда надо все доставать. Вот он второй. Чего тут только нету, друзья. Сейчас это убрать. Так, все еще загребти. Латки заделывали.
зашить здесь. Это будет коротенько. Надо длиннее. Ну вот, 90 можно сделать сюда и зашить ее. Не хочется переводить сюда целую. Сейчас, наверное, я с двух половинок. Вот этот, чтоб сюда пойдет, там она тоже нигде не пойдет. Сейчас я ее сюда. Она там никуда не пойдет. А здесь кровать получается прям вот тут вот. И сыпется отсюда все равно. Сейчас я это сюда. Вот так вот. Пришью сейчас его. А сюда еще кусок дошью. Отрежу, чтоб не переводить, ничего страшного. Тут состыкуется и все. Так, а ну что тут у нас есть? Чем тут зашить? Так, ну тут сейчас одним саморезом прихвачу и достаточно будет. Есть. Все. Сюда кусочек еще бы, конечно. $32. Отрежу сейчас. Посмотрю, кусочка нигде нету тут такого. Опа. Пусть так. Опа. Разваливается кроватка. Сейчас я вот тут вот стяну саморезом. Это, конечно, бы ниже бы опустить бы. Так, сейчас попробую ниже и обрезать кусочек. Есть. Вот так вот есть. И тут вот так вот срежу. Так, ну и эту сейчас прикручу сюда на место. Все, есть. Так, теперь эту надо нижнюю. Так, обрезал кусочек сюда. Надо будет пришить, а это сюда. Вот так вот. Так. Вот он, такой пятачок обрезал я. Здесь обрезал чуть-чуть меньше, чем там. Так как эта сторона идет сюда покат, поэтому меньше. А это сейчас здесь оторву и обрежу точно такую же высоту. Опа, есть. Тоже гвоздь здесь. Вот так.
Кроватка моя готова. Сейчас я ее туда целенькую запускаем. Опа. Есть. Отлично. Все, и сейчас на саморезы. Оп, здесь вот. И там прихвачиваю. Есть раз. Тут два. Все. И панель прикручена. Теперь ставлю, так как кроватка должна стоять. Сейчас, наверное, рулеткой будет проще замерить. Так. Сто 161. Хотел заняться рыбалкой, а занимаюсь совсем не рыбалкой. Ну, 161. Есть. Что не сделать? Сейчас оттуда буду заводить ее. Все. Сейчас саморезами прикручу. И кровать ставлю сюда. Есть. Все. Панели у меня тут закончились. Но дома еще есть. Но их нужно привезти из дома. Тогда можно будет зашить до самого низа. Что я планировал? Кровать ниже стала. Сейчас я вам покажу, как все это будет выглядеть, друзья. И смотрите, я подвинул кровать. Опустилась она на 5-10 сантиметров. Ну там сантиметров 10 она опустилась, здесь сантиметров 5. Стала ровненькой. Есть. Так, что у нас тут? Есть. Так. Фух. Что-то аж жарковато мне стало.
О, и садиться пониже стало поудобнее, а то вот так вот сидел. Это у нас гвозди. Может, сюда надо. Теперь я буду сидеть как-то вот так, друзья. О, уже кровать у меня ниже, чем стол. Получается. Прекрасно. Все, тут все отлично. Тут обшито. Окошко высоко. Еще бы тут, как я говорил, спинку бы сделать. Было бы классно. Вот так вот, чтобы сидел, чтобы здесь спинка была. Вот. Сейчас вытру хорошенько свою пилочку. Видите, как тут шина устроена? Сразу с натяжителем. Если бы, конечно, был бы песок и глина, то можно было бы еще потягать бревен. Вот. Ну, а раз нету ни глины, ни песка, смысл тягать, как говорится, лишь бы они тут на глазах перед домиком лежали. Так, все. Сейчас сложу ее, чтобы она в сложенном состоянии была. Сюда. Вот такая вот пилочка. Мне многие тоже за нее спрашивают. Мне нравится эта пила, скажу честно. Хорошая. Вот в этот раз я пилил этой пилой. Вот одну батарею, я не знаю сколько я. Ну, чурок. Не, сначала я раствор мешал. Вымешал раствор одной батареи. А потом начал пилить. Вот и я практически, сколько там, чурок 10 я еще отпилил ей. Одним аккумулятором. 4-амперным. Если бы был 6 или 8, то представляете, сколько можно было выполнить работы. Так она легенькая, хорошая, пилит отлично. Главное, что вовремя подправить цепочку и все. Ну и вот так вот получилось. Кровать. Ну и стол. Стол уже получился немного ниже, чем кровать. Как-то так, друзья. Вот так, друзья, заканчивается мой день. Второй пребывание в лесном домике. Так что время подходит к концу. Все, до свидания. Буду собираться домой и с вами прощаюсь. Все, друзья, до свидания. И не забывайте подписываться на мой канал. До встречи на моем канале. Пока, друзья.